Всем привет! В данном ролике будем разбирать аккаунт новичка. У нас сейчас, получается, идет 9-й день сезона. Посмотрим, какой у нас вообще пул героев на данный момент. Он, получается, стартанул и застал, в принципе, 2 баннера конструктора. Крутил, я так понял, я. Так что посмотрим, какие ошибки были допущены. Конечно же, постараемся их исправить. Куда без этого. Оценим, какой пул героев на данный момент уже он имеет и что у нас вообще происходит на воронке времени. Ну что ж, приступим. Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин, в ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. Пул героев уже довольно-таки неплохой. С 2 баннеров он, получается, забрал себе Серпентемис, крутил ауру и яд. Обоих баннеров она ему упала, и еще был забран также Лотер. Попутно получил Агока. Уже, в принципе, есть чем стоять на воронке времени. Также в первом баннере он еще ставил разъедание и смог получить Сакридею. Ну и также Шмыгли упал. Если, допустим, с разъеданием все печально и с аурой, в принципе, то с ядом все у него отлично, поэтому будем играть через яд. Также зайдем, посмотрим, что у них там вообще на сервере происходит. У него сейчас урона мало, 220 миллионов. Такая команда сейчас, что он тут вообще поставил. Тут артефакт выбран правильно, но очень-очень мало просвещенности у Серпентемис. 190. Если сравнить с конкурентами, там будет уже другой результат. Также у Агока 29 просвещенности. То есть хила тут вообще никакого просто нету. Такая вот Сакридея. Тоже такой себе на самом деле. И Лотер, соответственно, тоже. Просвещенности очень мало. Твич в разломе. Не с ракушкой, но хотя бы так тоже, в принципе, неплохо. Уже хоть что-то имеется. Если посмотреть конкурентов, у них тут у всех, в принципе, танчит Сакридея, так как от нее требуется только дебаф повесить. У нас танкасет вот такой одет на ней. Артефакты подобраны, в принципе, грамотно, неплохо. Тоже Агок у него. Сфера взята. Неплохой выбор. Вот все у него шмотки на просвещенность. Все у него вообще замечательно. Все четко. Если сравнить хпшку, то все прилетает именно в Сакридею. И вот такая вот Серпентемис. 386 просвещенности. Это прям на порядок больше, чем у нас. Почти на 200 у нас перегоняет. Поэтому сейчас будем эту проблему решать. Также давайте посмотрим, что у него по хлебу. Как видим, он его не тратит, так как не знает, куда его вообще деть. Эту буханочку мы тоже выкупим, потому что мы сейчас будем хлеб тратить. Также в загашнике у нас 250. Это очень много. И также очень много буханок. Если буханок еще можно подкопить, и то посмотрим, может быть, придется немножко и потратиться. Так как у них, в принципе, скоро откроются через 4 дня данжи с более хорошими шмотками. Но это не значит, что не нужно вообще тратить хлеб, который у нас хотя бы сейчас вот копится. Поэтому сейчас быстренько форманем. Да, кстати, не включено у него здесь было автоулучшение. Так что давайте мы ему включим, чтобы было удобнее. И мы уже, чтобы знали, какие у нас характеристики полностью доступны в снаряжении. Обязательно включаем. Там, в принципе, на прокачку до 4 уровня тратится немного золота, но функция очень полезная. Хорошо, что в игре есть автобои, поэтому сейчас быстренько мы шмоточки получим. Уже как минимум одна броня хотя бы на просвещенность есть. Это уже хорошо. Не с идеальными, конечно, допами, но уже лучше, чем у нас вообще, в принципе, там что-то есть. Еще одна такая же броня нам прилетает. Сочтем это за фарт. Да, кстати, помните вот этот сет, который у нас сейчас недоступен. Вот, в принципе, на Агока, думаю, неплохо он здесь зайдет. Также не забываем и про Гарпию. Вот у нас уже для сета на просвет неплохая шмоточка упала. Ну и в принципе нужно, чтобы всякие разные варианты у нас для сета были, чтобы мы хотя бы могли выбирать, а не ограничиваться тем, что есть. Сильно прям, конечно, хлеб не стоит тратить на данном этапе, но нужно все равно хотя бы что-то иметь, поэтому просто копить его смысла нет. Да, какие-то буханки стоит запасти, но прям сидеть как куркуль там что-то копить смысла вообще никакого нет. Иначе мы просядем по рейтингу очень сильно. Также по артефактам. Имеем лишние пробуждения. Маму Талвер падал. Ну и в принципе дубль Сагамира был. Сейчас он не так тут важен, в принципе. Поэтому тоже им пожертвуем. Это не какой-то там супер персонаж, на которого стоит на данном этапе копить пробуждение. Поэтому артефакты нам намного важнее. Однозначно берем рога оленя. Прям без вариантов.
Также часы это, конечно, круто, но в боссах нам будет нужнее, потому что мы стоим там вообще в одного Агока. Очень ему тяжело, поэтому по-любому берем тоже. Ну и также склонялся между сундуком и сферой. И учитывая команду нашу, все-таки нам больше подойдет именно сфера, потому что у нас там все герои яда. И в ближайшее время именно так все и будет. Сундук нам такого профита не даст, поэтому все-таки придется брать сферу. Также не забываем про ковку, так как мы пофармили неплохо. Самое время паковать это наше снаряжение за камушки. В принципе, более так неплохие вариантики у нас уже есть, поэтому будет еще, в принципе, собрать наших героев. Да, вот этот сет еще у нас есть, довольно-таки странный, но тем не менее. Шанс отразить урон. Учитывая, как тут рандом вообще работает, лучше все-таки воспользоваться другим сетом, который у нас с подхилом. Также вот этот сет был прикольный, в принципе, но у нас его уже убрали. В 8 сезоне его нету. Также танкосет у нас, слава богу, там остался. Так, ну что ж, идем ковать дальше наши вещички. Так, ну и для сравнения, до-после было у нас 220, конкурент 353. Ну и сейчас займемся переодеванием. Конечно, весь процесс я не буду записывать, я вам уже покажу итоговый результат, как мне получилось одеть наших персонажей. Также пройдемся по талантам. Тут у нас, как помните, нельзя в разброс брать, у нас можно только брать фиксированную ветку. В принципе, по латеру тут все правильно, нужно брать вверх. Серпентемис также вверх. По Гоку в данном случае также идеально зайдет центр, либо можно будет также пробовать взять вверх. Тут тоже неплохие таланты. Давайте даже, наверное, попробуем. Хотя у нас там есть уже щиток. В общем, тут нужно будет проверять либо центр, либо вверх. Обе ветки, в принципе, нормальные. Так, Ридея тут, в принципе, не особо-то важно, но в данном случае, конечно, да, лучше брать центр. И тут уже другой момент. Тут у нас идет Twitch, и ему уже нужно будет взять все-таки низ. Он как раз потом уже в будущем будет активировать еще и ядовитый взрыв, а на данном этапе он у нас будет, получается, накладывать на цель штраф к защите. Мы, конечно, его видеть не будем, но заряды яда, которые будет накладывать Twitch, будут резать броню непосредственно нашего врага. Тут у нас, к сожалению, автобоев нет вообще, в принципе. И нету скорости X4. Если запустить бой, то на данном этапе воронки у нас только X3 открыто, поэтому что-то прям жестко потестить не получается, но тем не менее сейчас я вам покажу результат и как я тут кого одевал. Это, в принципе, тем, кто только начал играть, может пригодиться. По поводу питомца, у него есть код. В идеале, конечно, бы сюда зашел дракончик, но нет таких пока ресурсов, тем более не забываем, что это всего лишь 9-й день сезона, и иметь кота с такими талантами это довольно-таки неплохо. Поэтому будем использовать его. Twitch у нас будет с этих 3 ушей. Также собрал ему тут статы на выживаемость немножко. Он у нас тут с защитой. И остальное, в принципе, атака. Немножко просвещенности он и все равно через серпентемис там набафает. Ну и точности. Босс требует 100, плюс порезка сопротивления с пассивки серпентемис. Поэтому 98, в принципе, будет достаточно. Собственно, серпентемис у нас получилась вот такая. У нас теперь 368 просвещенности. Шмотки, конечно, такое себе, но что мог, то выжил. Точности не хватает и пока что не получается собрать. Нет таких у меня ресурсов и нет таких шмоток, чтобы в допах была точность. Получилось максимум найти, это вот перчатка на атаку без просвещенности, но вот 37 точности есть. Это, собственно, все, что вообще мы здесь имеем. Вот такая вот рунка тоже просто на просвещенность, без каких-либо допов нормальных, поэтому вот пока что как-то так. Сакриде у нас здесь будет танчить. Вот этот сет я ей дал, немножко помогает он выживать. По характеристикам, в принципе, ОЗ, защита и точность, чтобы дебаф просто кидал и все. Остальное чисто защитные характеристики. Делаю ей КПшки просто, чтобы она обгоняла остальных, и все остальное на защиту. Латер у нас получился вот такой, тоже, в принципе, характеристики более-менее неплохие. 250 почти просвещенности имеем. Такая вот у него перчаточка, и за счет артефакта мы немножко решили проблему с точностью. То есть 74 у нас за счет артефакта есть, плюс небольшой доп. Вот это, в принципе, ему хватает, чтобы с боевого накладывать яды и забафаться именно просвещенностью под ультой Серпентемис. Ну и, собственно, Огаку. Так уж получилось, что нужно было кому-то давать кукольника, и это был именно он. 108 точности имеет, 195 просвещенности. В принципе, команда стоит нормально, и уже в
доходит до того, что хил тут уже не помогает, потому что босс просто ваншотит Сакридею на full хп, даже с небольшим щиточком, и она уже потом умирает. Соответственно, тут уже как ни хили, помочь мы ей ничем не сможем. Тайминги, соответственно, выставил вот такие. В принципе, неплохо на Нептуна заходит. А Гоку не стал какие-то тайминги давать, просто он у нас стартует, ну и 15, понятное дело, он столько не ходит, но где-то 17, даже 16,6 у него откат получается. Ну и по привычке просто на будущее, чтобы человек пользовался. Когда у него уже будут руны с ускорением, возможно, еще какие-нибудь пробуждения нападают, мало ли вдруг. Вот такой тайминг мы здесь оставляем. Вот такой вот у нас, в принципе, обзорчик по шмоткам получился. Ну и, собственно, итоговый урон 368 мы смогли набить на второй воронке. Тем самым все-таки забрал я топ-1 на этом аккаунте. Обогнали мы топа. Потом уже будет время, что-нибудь потестим на какие там сеты. Плюс скоро еще миф шмотки откроются. Плюс я там хлебушка ему оставил на левел ап. Поэтому пока что как-то так. Дальше больше. Пусть там хлеб уже тратит. Может что-нибудь полезное упадет и как-нибудь там переоденем. Собственно, вот так вот у нас поживают нынче новички. Да, он здесь поддонатил, там пропуски брал, наборчики вот эти небольшие стартовые. И в принципе немного удачи, и вот такой вот пул у него получилось уже собрать. Пишите в своих комментариях, что думаете по поводу новичков вообще, сложно ли им играть. Стоит ли вообще начинать играть в данную игру при таком раскладе? В принципе, народ есть, так если активность посмотреть. То есть, ребят, для понимания, за вчерашний день на данном сервере 211 человек отбило воронку. Это по поводу тех, кто думает, что сейчас в игру уже никто не начинает играть. Все-таки это не так, потому что если даже мой ветеранский сервер взять, я уже давно не смотрел, сколько там человек отбивает. Но что-то в лучшем случае, если столько же, мне уже кажется, что даже меньше. Вот, поэтому такая вот у нас активность у новичков. Довольно-таки неплохо на самом деле, я думал, будет намного хуже, потому что сервер свежий, сами видели, 9-й день только. И вот кому было интересно, собственно, вот такая вот активность на серверах. Игроки еще пока разбираются, раздупляются, что-то вообще делать. Кто-то уже, скорее всего, когда-то играл и решил вернуться и уже пытается забрать себе топовые места. Это, в принципе, все. Кто не подписан, подписываемся на канал, ставим лайки, вступаем в телеграм-канал, все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, всем пока!